Здравствуйте, дорогие мои. Хочу начать с того, что мне последнее видео не зашло. Вы меня за это простите, я надеюсь. Ну вот оно мне не понравилось, и я не хотел его выкладывать на самом деле. И оно было записано днем, я его выложил только вечером, я весь день думал и не хотел. Ну, в общем, много было причин, почему на самом деле я не хотел его выкладывать. И вы в том числе. Некоторые из вас в комментариях об этом написали, что видео не зашло. Я даже знаю, почему оно не зашло. Ну, понятно, что я там немножечко опустился на негатив, что, в принципе, наверное, ну, совсем не то, да, о чем мы с вами хотим говорить. Вот. Но оно зашло, я даже знаю почему. Потому что, во-первых, оно было записано не с первого раза, и получилось, что первый раз, когда я писал на телефон, я практически все сказал, что хотел сказать, и у меня в этот момент телефон оборвался. И получилось, что когда я стал писать второй раз, я повторил все то, что я говорил. А это уже теряется вот эта энергия, теряется вот эта вот искренность, когда ты говоришь по начитанному. Получилось так. На самом деле я никогда не готовлюсь к своим речам. Я к ним не готовился даже тогда, когда оказывался на прямых эфирах на телевидении. И у меня был такой опыт, когда я... Ну, представляете, цена ошибки в прямом эфире, когда у тебя начинает заплетаться язык, когда ты не можешь выговорить слова, правильно их сформулировать, предложения. У меня был такой опыт, и даже к таким эфирам я никогда не готовился, я никогда не писал никакие конспекты, никогда не писал текст, я всегда говорил экспромтом, я доверялся самому себе, отпускал ситуацию, расслаблялся, и голос сам выходил из меня. И именно в такие моменты всегда получалось лучше всего доносить, по крайней мере, ту мысль, которую я хотел до вас доносить. И вот эти первые видео, которые уже сейчас можно смело назвать исповедью человека, который проснулся. Вы заметили, что я поменял название канала, потому что оно соответствует сейчас тому состоянию, в котором я пребываю. И то название, которое было, там, Корсар 1972, но я еще раз повторяю, что это видео, этот канал, он не был как таковым каналом блогера, это был личный видеоархив, и я тогда совершенно не задумывался, как его назвать. Я назвал его одним из своих аккаунтов из компьютерных игр. Там, ну, в общем, сейчас я его переименовал, и мне кажется, сейчас он больше соответствует тому, о чем я говорю. Ну вот, потерял ход мысли. Ну так вот, я никогда не готовлюсь к своим речам, перед какой бы публикой я не выступала. У меня есть опыт выступать перед большими публиками. Никогда не готовлюсь. И получилось так, что сейчас я говорил по начитанному, говорил то, что я уже до этого произнес. И вот этой энергетики уже нету, нет этой энергии. И еще разочек как раз просто поражаюсь Димашем, насколько он уже там в сотый раз исполняя там одну и ту же песню, насколько у него много энергии и силы каждый раз проживать эту песню. Ведь он же не артист, он это не делает при помощи каких-то там театральных способностей. Он просто проживает песню через душу, через сердце, и каждый раз ее выплескивает нам в виде энергии. И он, кстати, на одном из интервью как-то говорил, что когда я не проживаю песню, я сразу чувствую халтуру. Он об этом даже говорил. Я, может быть, сейчас своими словами сказал, но примерно посыл такой. И на самом деле совершенно неважно, на каком языке поет Димаш. Мы все понимаем его песни. Вот сейчас, если вы слышите, играет песня, боюсь правильно произнести ее название, но Кайран Елим, по-моему, да, вы поправьте меня, если я неправильно. Вот она в последнее время мне, кстати, стала заходить, но она мне сразу понравилась. Но вы меня спрашиваете,
в комментариях, какие мне песни заходят, какие мои любимые. Ну вот, все последние дни в моей голове играла песня «Знай». Причем я просыпаюсь, и у меня в голове играет эта песня. То есть я ее не напеваю, я ее не услышал, просто просыпаюсь, она во мне играет. Видимо, настолько резонируют мои чакры под эту песню, что она продолжается и продолжается. И совсем недавно я узнал, буквально вот там, по-моему, позавчера, что, оказывается, эта песня является самой лечебной. Это там доктор, который лечит песнями, и она говорит, что песня «Знай», она подходит абсолютно всем, и она самая лечебная и производит самый большой эффект. Но вы видите, мой организм сам нащупывает то, что ему надо. Я в первых видео говорил, что переболел ковидом, и сейчас лечу последствия пневмонии, которая была. И видите, мой организм сам выбрал то, что ему надо. А вот буквально последние 2 дня у меня эта песня стала уходить из головы. Видимо, лечебный эффект произведенный мне на самом деле лучше. И сейчас другие песни стали заходить. И под каждое мое состояние находится песня, которая меня трогает. И совершенно неважно, на каком она языке. Я их все понимаю, и вы также обращаете на это внимание, что неважно, на каком языке поет Димаш, там, на казахском, на русском, на английском, на французском, там, на латыни. Это всегда, ну, нам понятен этот язык. И как, оказывается, прекрасен казахский язык. Ребята, я просто вот сейчас кайфую от песен, которые он исполняет на родном языке. И, видимо, на родном языке у него это получается мощнее всего, потому что вот родной язык у него вот прям просто обалдеть. Вот песня Кайран Елим, ну, так по мне это вообще не песня, это молитва самая настоящая. И вы почитаете текст этой песни, это же просто, ну, пробирает насквозь. И это молитва, посвященная всем нам, на самом деле, не только родной земле. Мне кажется, что помимо понимания родной земли Казахстана, он еще понимает, мне кажется, больше, что это вся наша планета, это наша родная земля, именно с этим посылом. И то, как он сгорает в этой песне, все по-разному трактуют этот образ, который Димаш пытался нам передать в этой песне. Ну, так по мне, это его огненная аура просто пылает, потому что аура у него по-настоящему огненная. И она просто огромная, она покрывает весь зал, в котором он поет. Ну, это как бы отдельный разговор. Ну, вот сейчас «Знай» заиграла, просто балдею от этой песни на самом деле. Трогает меня прямо за все мои фибры души. И о чем я? Что на самом деле язык песни универсальный. Язык песни... Подождите, сейчас сброшу звонок, чтобы не мешал. Язык песни, язык музыки универсальный. Нам не важно, на каком она языке. Мы ее чувствуем не нашим ухом, мы ее чувствуем нашим телом, нашей душой, нашими вибрациями, нашими чакрами. И это лишь доказывает мою вот эту теорию, но это даже не теория, это, ну, для меня это прозрение, ребята, вот честно вам скажу. И мне вот об этом хочется говорить все больше и больше, меня прет от этого, потому что я хочу донести до вас то, что меня осенило, то, что я понял, то, что на меня, ну, я не знаю, как это сказать. Если я скажу озарение, это, наверное, будет слишком там по-религиозному. Но для меня это открытие, я понял посыл Димаша, его главную миссию. Его главная миссия — нас объединить, то, что он и делает. И объединить при помощи этой любви, при помощи песен, при помощи этой вибрации. Меня смотрят многие представители разных вероисповеданий. Не буду произносить слово «религия», оно резонирует и вам не нравится. Вероисповедания. Мы все разные веры. Много, конечно же, христиан меня слушают, много мусульман. Я думаю, что представители много разных вероисповеданий меня слушают. И вот назовите мне хоть одну вещь, которая сможет нас объединить. А не объединившись всем человечеством во что-то одно, мы, ребята, катастрофы не избежим совершенно точно.
как я говорил, религии нас разделяют, и разные культуры, разные из поколения веков разные каноны, разные представления, и это разделяет нас все больше и больше. Я по комментариям вижу, что это, ну, еще, кстати, одно доказательство, почему словом уже не так эффективно, как вибрациями. Вот я говорю на русском языке, вы его понимаете. Я не говорю притчами, я не говорю какими-то загадками, я не говорю каким-то подтекстом. Я говорю в лоб прямым текстом то, что я думаю. Вот просто прямым текстом, без каких-либо там задних мыслей. И меня понимают по-разному. Вы понимаете? Меня понимают настолько по-разному, от каких-то радикальных абсолютно взглядов до там, других крайностей. Ребят, вы понимаете, насколько тяжело это делать насколько это тяжело делать, языком. Я говорю одно, а вы слышите все совершенно разное и воспринимаете по-разному. В меру как бы, там, своей культуры, своего воспитания, в меру тоннельного своего зрения и так далее. И насколько универсальный язык музыки. Мы фальшь почувствуем сразу. Мы неискренность почувствуем сразу, потому что уже это не через ухо идет, а вот, через нашу душу и сердце, через наши вибрации. Тут невозможно обмануть, понимаете? Невозможно. Невозможно заложить другой смысл, а словами это возможно. И это даже возможно, не нарочно. Я говорю, а вы понимаете меня совершенно по-другому. Я говорю одно слово, вам слышится другое. Ну, не всем, конечно, большинство, я так понял, что большинство очень созвучно моих мыслей. И вот я считаю, что настоящий посыл, который нам дает Димаш, это, ребята, объединяемся, это единственный наш шанс на спасение, потому что мы очень близко подошли к краю, ребят. Но вот по всем уже признакам, по всем явлениям, которые происходят на этой планете. И я не знаю другой причины, я не знаю другой вещи, которая сможет нас объединить. Вот мое мнение. Если вы вдруг знаете, напишите, мне очень интересно будет ваше мнение послушать. И еще о чем хочу сказать. Ребят, мне кажется, мне надо взять перерыв, потому что, честно говоря, вот то пробуждение, которое во мне произошло, та энергетическая перестройка, она очень мощная, и я на самом деле очень плохо сплю. Во мне все вот это бурлит, кипит. Еще ваше внимание навалилось на меня прям как снег на голову. Я, честно говоря, не ожидал такой реакции, не ожидал, что это вызовет такой резонанс, и вы продолжаете писать комментарии. Я их читаю все, ребята. Я читаю все комментарии, стараюсь на самые интересные отвечать, и я лайкаю все ваши комментарии. Если вы видите лайк, это мой лайк. Я не лайкаю только особо какие-то радикальные вещи, там, да, потому что они уж совсем мне не ложатся на сердце. Вот. Но я буду продолжать вас читать, потому что вот, и их все больше и больше становится. Но, тем не менее, я их все читаю. Но, тем не менее, я считаю, что мне надо сделать паузу, потому что мне надо, во-первых, чуть-чуть успокоиться, мне надо чуть-чуть привыкнуть к этим новым вибрациям, в которых я оказался. Немножечко, чтобы все устаканились мысли в моей голове. И вот то внимание, которое на меня обрушилось ваше, это тоже испытание для меня, и оно тоже накладывает определенные обязательства. Конечно, не сравнить с той ответственностью, которая у Димаша перед миллионной аудиторией, и у него совсем другие цели, и для него цена ошибка намного весомее, чем, допустим, я там, да, какое-то видео выпустил, и оно было, мне не понравилось самому. Вот, поэтому я думаю, что я сделаю небольшую паузу, но тем не менее я буду продолжать читать ваши комментарии, отвечать на наиболее интересные. И вот я очень хочу услышать ваше мнение, как вы считаете, каким образом может объединиться человечество, потому что по мне это единственное спасение наше с вами. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну что, всем мир, ребята, до встречи. Чуть-чуть приду в себя и вернусь к вам.